Это Виктория, пациентка моя, она согласилась поучаствовать в съемке. Так что мы сейчас проведем диагностику и дальше будем показывать по диагностике и лечению. Смотрим, сейчас диагностика происходит визуальная и пальпаторная. Вот мы смотрим поясницу, а здесь уровень таза. Таз немножко перекошен. Сейчас покажу, как это выглядит. Точка 1. Вот вторая. Вот так линейка стоит. Она должна быть ровно вот так. Вот две точки. Одна чуть-чуть, правая сторона чуть выше, левая чуть ниже. Соответственно, правая нога будет чуть-чуть короче, левая чуть длиннее. Ровненько голову. Угу. Здесь по лопаткам смотрим углы лопаток. Угол лопатки правая тоже чуть выше, левая чуть ниже. И смотрим по плечам дальше. Плечи, вот данный угол плечей смотрим. То есть вот угол, ровненько голову держишь. Вот угол и вот угол. Сейчас. Вот это плечо у нас получается выше этого. Если видно, это на камеру. Вот, ровненько ставьте камеру. Вот, на камеру видно, что правое плечо выше. То есть по правой стороне идет спазм, мышцы сокращаются и подтягивают костную структуру. И правая сторона в данном сегменте, она стянута как бы к позвоночнику. Поэтому данный угол будет повыше. Здесь угол будет более пологий, здесь больше поджатый. Ну, немножко, но есть. Дальше наклонись немного вперед. Ручки тоже так же. Так. Наклоняешься. Вот позвонки смотрим. Данный сегмент вот здесь выпирает. Позвонки выпирают. И выравниваемся. То есть вот здесь нужно будет еще поработать. И вот позвонки идут. Они прям остистые отростки. Но лежа это будет более заметно. Вот позвонок один, второй. Он прям костистые отростки выпирают, немножко уходят. Один вправо, другой влево. Вот у нас таз лежит, если видно, то немножко скошен вправо. Ну, то, что мы стоя видели, скос идет вправо, и ягодичный разрез, вот это как стрелка компаса, она указывает на смещение таза, там, вправо или влево, как компаса стрелка. В данном случае он уходит кпереди, вправо и кпереди. Здесь немножко западают звонки, а здесь два выпирают кпереди. Сейчас проделают массаж Виктории, и мы после этого начнем манипуляции по мануальной терапии. Сейчас мы проведем манипуляции трастовой техники, мануальную терапию сделаем. Это видео носит ознакомительный характер для тех, кто собирается, либо ходит на мануальную терапию. Поэтому видео не обучаются. Это вот если люди собираются обучиться, то есть тогда уже можно приходить, потому что по видео мануальной терапии невозможно обучиться. Сейчас вытянем позвонки поясничные. Полотенце, чтобы руки не скользили после массажа. Хорошо.
покачали, расслабили. Все. Частые ошибки в мануальной терапии, когда исполняют, это дергают люди, то есть делают вот резкие движения, которые травмируют позвоночник. Нам для того, чтобы вправить, нужно фиксировать. Вот, зафиксировали, ребра раздвигаются, позвоночник находится между рук. И на выдохе вы это делаете вот так. Еще. Хорошо. Да, плечико. Плечо взяли, зафиксировали. С этой стороны. Можно вправлять так, крест-накрест, можно вот так вправлять. Это в принципе не имеет особого значения. Можно вот так пальцы ставить. Значит, основные проблемы могут быть не только от асимметрии, а бывают от того, что сглаженный лордоз, либо ярко выраженный кифоз позвоночника. То есть положу ручки под лоб. Вот шея, лордоз шеи достаточно выпрямлен. Расслабь плечики. То есть, когда выпрямляется естественный изгиб позвоночника, мышцы натягивают, мышцы в натяжении находятся и, соответственно, тянут структуры уже костные. То есть, вот здесь, если лордоз либо сглажен очень сильно, проблема, либо он наоборот, когда у человека вот так запрокинута голова назад сильно, то есть гиперлордоз это называется. Сейчас посмотрели, здесь у нас сглажен лордоз, ручки вдоль положить. Укладываем голову. Покачали, расслабили, растягивается вот эта мышца и тянутся позвонки. Вот, вот так. Сюда. Ага. Тоже оттягивается плечо и голова укладывается на кушетку. Здесь касаемо поясницы, когда лордоз поясничный, здесь тоже сглаженный, то есть менее проявлен. Здесь тогда можно делать вот такое упражнение. Расслабиться. Вот. Подрастянули. И здесь при гиперлордозе поясничном такое упражнение делать не нужно. Ручку вдоль. И другую сторону также. Натянули. Потянули. Все хорошо. Сейчас вправляем в верхний грудной отдел, вот этот сегмент. Вот как раз позвонок есть, тут что первый грудной, седьмой шейный. Ну, нам нужно сейчас этот сегмент вправить. Для этого руки за голову делаются. Да. Ниже замочек, немножко вот так. А локти опустить. Вот.
Тянем, не вот так тянется человек, плечи не раскрываются. Так, себе. Чуть ближе подойди. Не-не. Все шикарно. За голову ручки, замочек. Да, чуть-чуть замочек. Сейчас группируемся. Фиксация идет нижнего грудного отдела, вправляется нижний грудной отдел. Грудью своей фиксируем и подтягиваем к себе. Где фиксация, там и вправление. Все. Укладываем на бок, проекции на бок, мы вправляем поясницу. То есть здесь нужно оттянуть плечо к кушетке и потянуть за ногу, за ягодицу вниз. Вот так. Вариации вправления, что тут нога, это просто чуть-чуть больше угол, больше ничего. Здесь главное правильно уложить, чтобы у пациента нога была продолжением как бы ровно с позвоночника. Тоже покачали немножко, расслабился пациент, чтобы и правильно. Здесь укладывается нога в коленный сустав, она упирается. И оттягиваем таз сюда, фиксируем. И ногу сюда. Чали, расслабили. Правильно, здесь в порядке все. Голеностопный сустав вот так расслабляется. Оттягиваем, вправляем голеностопный сустав. Для вправления шеи нужно сделать правильный лордоз, правильное анатомическое положение его поставить. И потом уже искать определенный угол для вправления. Расслабьтесь, расслабились. Хорошо. Здесь руки фиксируются, чтобы вот не навредить человеку. Часто задают вопросы по поводу, а можно ли так сломать там шею и так далее. Можно, если неправильно делать. Вот, чтобы ваши руки ограничивали, собственно говоря, угол подвижности головы, да, то есть он на 180 градусов голова поворачивается. У вас руки стоят так, чтобы вы не смогли больше повернуть. Расслабились. Вот эту мышцу расслабь. Угу. Хорошо. Немножко бывает болезненно, когда позвонки вправляются, они задевают нервные окончания, нервы, которые выходят, спинномозговые корешки, разжимаются, и бывает на мгновение боль. Потом нужно немножко помассировать, чтобы расслабить мышцы, и все было в порядке. Следующая манипуляция – это декомпрессия позвоночника. Есть вариации, когда делают специально либо полотенцем, либо специальное приспособление есть, и растягивают позвонки, то есть декомпрессию между позвонками делают. Ложись он, ассистент нужен для этого, либо специальная кушетка нужна, либо ассистент, который будет придерживать. Челюсть закрыта у пациента, закрыта челюсть и расслаблена полностью. И делается такое четкое движение. Пальцы фиксируются у черепа. Вот у черепа расслабился. Да. Еще. Вот. Шикарно. Как вы себя чувствуете, Виктория? Хорошо. Хорошо. До новых встреч в эфире.